Привет! Вы на канале «Счастье есть». Мы вам рады, добро пожаловать! С вами я, Олеся, за кадром Андрей. Приветствую всех! И есть мы сегодня с вами будем гороховый суп. Необычный гороховый суп. Уверена, многих из вас я сегодня удивлю. Напишите в комментариях, если я оказалась права. Итак, а я представляю вам наши ингредиенты, тому, чему предстоит превратиться в этот шикарный суп. Итак, у меня здесь картошка, 600 грамм картошки, 1 морковка, 1 луковица, специи хмель и сунель, здесь у меня 2 столовые ложки, паприка красная молотая, 1 чайная ложка, так с горкой, ну, естественно, соль, черный перец, лавровый листик и специи для бульона. Сухой бульон, не пугайтесь, все натуральное, никакой химии. Горох. Тут у меня 2 кружки гороха, кружка объемом 300 мл. Этот горох у меня замачивался ночь. Он тщательно промытый, и я его залила 2 литрами воды. И сейчас я его буду отправлять вариться. Прежде чем отправить, я добавлю бульон, специи. Так, слегка перемешаем. Сухой бульон. Натуральный абсолютно бульончик. Так. И отправляю на плиту. А теперь, сейчас накрою крышкой, а теперь тот ингредиент, который делает этот суп необычным. Тара-та-там! Копченая рыба. Да, друзья, мы его будем делать с копченой рыбой. Это у меня горбуша горячего копчения. Но обо всем по порядку. Сейчас мы ее отставим. Накрою нашу кастрюлю и приступим к овощам. Будем нарезать овощи. Так, начнем с морковки. Значит, мы все будем, так сказать, подгонять к нашему гороху. Что это значит? Будем нарезать овощи мелко, мелким кубиком. Морковку нарезали вот таким замечательным мелким кубиком и приступаем к луку. Так, лук ждет такая же участь, как и морковку. Так, вот этот верхний я сниму. Нарезаем также мелко. Нарезаем наш лучок. И сразу поставлю уже нагреваться сковороду для обжарки лука и морковки. Что касаемо бульона. У меня бульон сухой, овощной, как я уже сказала. Вы, безусловно, можете готовить на чем хотите. Тут выбор за вами. Значит, горох у нас ориентировочно, мы, конечно, будем проверять его, будет вариться минут 40. Не забывать будем снимать с него пенку. И я продолжаю нарезать лук. Лучок нарезан, сковородка разогрелась, давайте мы проверим. Да. И я отправляю морковку с луком на сковородку. Перемешаем. Огонь у меня средний. Оставляем обжариваться. Ой, выпрыгнул моего обратно. Оставляем обжариваться лук с морковкой, а я возвращаюсь к столу, потому что там надо нарезать картошку. Так, морковка с луком обжариваться, а мы приступаем к нарезку картофеля. Картофель также нарезаем небольшим кубиком, чтобы все у нас было аккуратно, симметрично.
Картошка нарезана, тоже вот таким вот замечательным, желтеньким, мелким, радостным кубиком. А я возвращаюсь к нашей сковороде, к нашей плите, посмотреть, как там наша зажарочка. Смотрим. Ой, красота. Видите, морковка подзолотилась. 15 минут морковка с луком уже проводит на сковороде. Перемешаем. И будем добавлять сюда специи. Так, я отправляю сюда хмели-сунели. Также я посолю. Так, ой, запах хмели-сунели пошел, невероятный просто. И сладкую паприку. Вот так вот. И перемешиваем. И оставляю еще минут на 5. Тем временем посмотрим, как там чувствует себя наш горошек. Горошек чувствует себя прекрасно. Пенку всю я убрала. Пусть он у нас варится. Вернемся к нему позже. 5 минут прошло. Давайте посмотрим. Вот какая красота. Еще чуть-чуть подрумянились овощи. Специи раскрылись. Ароматы невероятные. Перемешаю и снимаю с огня. Вернемся к ним чуть позже. Все. Так, ну что, наша восхитительная ароматная заправка готова. Наш горошек варится. А я тем временем хочу подготовить для подачи этого чудесного супа греночки. Для этого я отрезала 2 кусочка багета. У меня разогрета сковорода. Я налью буквально чуть-чуть. Оливкового масла. Вот так вот. И буду обжаривать наши греночки до золотистой корочки. А тем временем я нарежу зелень. Из зелени в данном случае укроп. И нарезаем. Готово. Так, пока нарезали укропчик, наши греночки поджарились с одной стороны. Смотрите, какие они прекрасные и красивые. Тем временем наш горошек варится 45 минут. Он готов. И сейчас я отправляю сюда нашу картошечку. Так. Перемешаю. И оставляем вариться картошку до готовности. Итак, 14 минут варилась наша картошечка, она готова. И теперь мы начинаем собирать наш суп. Отправляем в кастрюлю нашу зажарку. Перемешаем. Так, я хочу обратить ваше внимание на густоту супа. У меня суп, вы видите, он довольно густой. Регулировать густоту супа вы будете объемом воды. Теперь сюда мы добавляем соль. Добавляем черный перец. Перемешаю. Добавляю лавровый лист. Укроп. Перемешиваем.
Выключаю огонь, накрываю крышкой, снимаю и оставляем наш супчик настаиваться. А мы тем временем будем готовить подачу нашего супа. Итак, наши греночки готовы. Вот так они замечательно поджарились с двух сторон. И сейчас я их натру чесночком. Разумеется, этот шаг по желанию. Я очень люблю, и мои домашние любят греночки с чесноком. Вот так мы натерли греночки, и пока их отставим. Так, ну что, вот и пришло время для нашего гвоздя программы, для нашей рыбки. Сейчас мы ее будем разбирать. Друзья, наш супчик готов. Вот такой замечательный, красивый, ароматный суп у нас получился. То я хочу сказать. Рыбку вы можете добавить как в общую кастрюлю, ну, допустим, если вы готовите какие-то небольшие объемы, так и как я сделать, добавить непосредственно перед подачей в тарелку. Я делаю именно так, потому что у нас дети, они, не сказать, чтобы в восторге от копченой рыбки, пока не доросли еще. Поэтому я положила рыбку непосредственно перед подачей в тарелочку. Вот такая красота у нас получилась. Самое время попробовать. Вот посмотрите, какой суп. Вот. Красавец. Ну что, пробуем? Да, речь пропала. Просто восхитительно. Невероятно вкусно. Это невероятно вкусно. Аромат специй. Все приготовилось. Все сбалансировано. Рыба дает неповторимую изюминку. Просто неповторимую. Вкус, аромат, консистенция. Боже, мне терпится съесть этот суп. Итак, надеюсь, вы возьмете этот суп на вооружение. Я вам очень рекомендую. Разнообразите свое обеденное меню, ставьте лайки, пишите в комментариях, как готовите гороховый суп вы, пишите отзыв, если приготовите по этому рецепту и попробуйте, подписывайтесь на канал, не пропускайте ничего. Всем счастья, всего вам самого доброго, до новых встреч, пока!